Друзья, всех приветствую! Это первый обзор какого-либо ЦАПа на моем канале. И так получилось, что я сразу начинаю обзор с очень сильной новинки от компании Dunu. Она была очень неожиданная и появилась довольно спонтанно. Модель ЦАПа DTS 500. Поставляется сам ЦАП в такой небольшой, не сильно выделяющейся коробочке небольшого размера, с изображением на лицевой части самого устройства. Здесь указана техническая часть и характеристики этого ЦАПа. Здесь установлен знакомый всем аудиофилам чип ESS 9038Q2M, который присутствует во многих устройствах этого ценового сегмента и даже более дорогих стационарных ЦАПов. Он поддерживает возможность декодирования 32 бит 768 кГц и с легкостью воспроизводит DSD 512. Здесь имеется два отдельных усилителя RT6863, что позволяет очень гибко управлять всеми типами наушников. Выходная мощность составляет 100 мВт, на выходе 3,5 мм и 200 мВт на балансном выходе 4,4. Теперь давайте распакуем, посмотрим, что входит в комплектацию. Первое, что мы встречаем, это сам ЦАП. Вот так он выглядит. Он имеет такой лазурный цвет и металлический корпус. Давайте достанем его. У него футуристичный дизайн. На одном форуме его внешний вид даже сравнивали с автомобилем Tesla Cybertruck. И вправду выглядит очень похоже. Но мне нравится этот стиль. Здесь сверху находится тонированное стекло, под которым можно увидеть микросхему самого устройства. И также у него здесь установлена RGB подсветка, которая подстраивается под формат вашей музыки. Она бывает 4 цветов: зеленая, розовая, фиолетовая и желтая. Мне нравится, как команда Dunu определенно идет по своему пути и пробует носить что-то новое и интересное с точки зрения дизайна. Сюда также можно отнести необычные наушники Titan S от этой же компании. Я уже делал обзор на них ранее. В комплекте также здесь находится кабель для подключения USB-C. Это экранированный фирменный кабель от компании Dunu. Используется он для подключения ЦАПа к различным устройствам. Ну и здесь также находится USB-адаптер для подключения к компьютеру или ноутбуку. USB 3.0 здесь. Все, в принципе, комплект здесь вот такой. Ничего как бы сверхъестественно. К сожалению, здесь нету лайтинг кабеля для подключения ЦАПа к iOS устройствам. Поэтому вам придется, скорее всего, либо покупать какой-нибудь адаптер, либо дополнительный кабель. На том же Алиэкспрессе их имеется достаточно много. К сожалению, я не могу показать вам этап подключения и воспроизведения со смартфона, потому что у меня сейчас нету подходящего адаптера. Ну а на Windows 10 ЦАП определяется без проблем, использует частоту дискретизации 32 бит 384 кГц, а уже именно на смартфонах вам будет доступна частота 32 бит 768 кГц. Также к этому ЦАПу не нужно устанавливать дополнительно какие-либо драйвера. Вот так он выглядит. Балансный и 3,5 мм джек. Смотрится действительно хорошо. Здесь также имеется второе тонированное стекло, под которым немного виднеется сама микросхема. Ну а теперь, друзья, предлагаю поговорить о самом главном и то наверняка ради чего вы заглянули ко мне на обзор, а именно о звучании этого устройства. Слушал и использовал я этот ЦАП с различными наушниками и старался нагрузить его по полной. Разные форматы музыки от Hi-Res до DSD 512 в совокупности с Audi, которую я использовал на Windows 10, выдает действительно потрясающий, очень чистый звук. Динамические наушники при его использовании раскрываются на максимум. Использовал я такие модели, как
Дуну Titan S от этой же компании. Вот, собственно, они. Обзор на них я уже делал ранее. T-Force Yuan Li. Обзор на днях вышел. Вот они. В связке с этим устройством они имеют очень драйвовый, напористый контроль в низких частотах. Также очень ясно и чисто раскрываются средние частоты. И мне понравилась протяженность и акцент на микро-макро деталях на высоких частотах, которые имеют отличную проработку. Что касаемо гибридов Spring 2, также не возникло проблем с раскачкой. В связке с ЦАПом они получили, очень сильное музыкальное звучание. Обзор на них тоже был. Ну и, конечно же, я протестировал его на планарных наушниках Shure S12. С ними вообще получилось очень чистое звучание, максимальное раскрытие потенциала самих наушников. Очень плотный атакующий мидбас и вовлекающий звук, который можно слушать часами. Все обзоры на эти наушники имеются на моем канале. Честно говоря, этот ЦАП Duno DTS 500 стоимостью $90 действительно удивляет своим звучанием. Оно заметно воздействует и дает напористость на низких частотах со всеми наушниками, которые я слушал, и в целом подача музыкальная, драйвовая, уверенная на всем диапазоне. Здесь действительно получилась очень вкусная и аудиофильская подача. Но проработка сцены выше всяких похвал, отличный у нее объем, разделение и прорисовка самих инструментов. Выводы по данному ЦАПу. На мой взгляд, этот ЦАП получился очень качественный, очень универсальный, имеющий необычный, запоминающийся, продуманный стиль. Имеет очень хорошее качество сборки и само качество звучания. На самом деле, когда я увидел его, он меня просто поразил своими небольшими габаритами и внешним видом. Технический аппарат без сомнения прекрасен. Да, здесь нету поддержки MQA, но от этого я совсем не расстроился. Если ее и добавлять, то я считаю, это уже необходимо в более полноценные стационарные устройства. Его звучание действительно очень эффектное, запоминающееся. Определенно могу рекомендовать его к покупке. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании под видео. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем обзоре. Всем удачи, друзья, и пока.